Guten Tag. Ну вот как-то так я теперь выгляжу после очередной пробежки. Все дело в том, что мои врачи мне сказали, что заниматься спортом полезно для здоровья, и что результат я увижу уже через несколько дней. Я побежал, и как результат уже несколько дней я не вижу. Должен признать, что даже немецкие врачи могут иногда ошибаться. В итоге теперь, как сказали бы пессимисты, я не вижу на один глаз. Но я оптимист, поэтому скажу так, на один глаз я все-таки вижу. И я вижу, что вы хотите задать мне свои вопросы, bitte. Господин Шольц, расскажите подробно, что с вами случилось? Но если в двух словах, подскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся, глаз. Что теперь с вашим глазом? С ним все в порядке, фотон. Это была шутка. На самом деле, вот он. А если серьезно, мне всячески намекали на то, что такое может случиться. Месяц назад мне позвонил Алёша Арестович и предложил поговорить с глазу на глаз. Правда, я тогда не придал этому значения, но сейчас понимаю, что он подавал мне какой-то знак. В последнее время меня упрекают, что я немножко блокировал передачу Украине дальнобойных ракет «Таурус». Это неправда. Я не блокировать, я просто хотел одним глазком посмотреть, как украинцы справятся без них. И теперь понимаю, что одним глазком смотреть очень неудобно. И сейчас я твердо уверен, что мое падение на пробежке это была не случайность. Скорее всего, меня кто-то сглазил, и я догадываюсь, кто. Поэтому сегодня я хочу официально обратиться к украинским спецслужбам, а именно к женскому подразделению «Конотопские ведьмы». Уважаемые конотопские ведьмы, bitte перестаньте насылать на меня порчу. Я точно знаю, что это вы. Каждый раз, когда я блокировать какую-то поставку, вы в ответ блокировать какую-то часть моего организма. Перестаньте это делать. Год назад, когда я тормозил передачу Украине леопардов, вы наслать на меня диарею. Из-за вас я половину официальных встреч проводил в неофициальной кабинке. Я не мог расслабиться даже в кругу друзей. А если расслаблялся я, то напрягались все, кто был рядом. Я знаю, что такое же проклятие вы постоянно насылаете на Путина. Но, извините, у него хотя бы всегда есть с собой чемоданчик. В итоге мне тогда пришлось пойти на ваши условия и отправить эти танки в Украину. Дальше, когда я задерживал поставки средств ПВО, вы наслали на меня сильный насморк. И потом все мировые лидеры мне говорят: «Олаф, хватит жевать сопли. Украинцам нужно срочно закрыть небо». А я даже ничего не мог им ответить, потому что из-за вас продолжал жевать сопли. Сейчас из-за этих дальнобойных ракет вы наслать на меня очередную порчу и тем самым хотели, чтобы я перед всей мировой общественностью упал лицом в грязь. Но у вас ничего не вышло. Я упал лицом в бордюр. Но все это пустяки. Как говорят мои однопартийцы, Шольц must go on. Ай! И перестаньте постоянно тыкать иголки в куклу Вуду с моим лицом. Мне достаточно того, что этим каждый день занимается фрау Меркель. Поэтому, дорогие конотопские ведьмы, давайте договариваться. Мы должны сесть за круглый шар переговоров и пообещать друг другу, что вы заблокируете свои вот эти ненужные фокусы, а я в ответ разблокирую наши нужные вам таурусы. Надеюсь, мы договорились. Если что, то это я вам сейчас подмигнул. Господин Шольц, скажите еще, пожалуйста... Entschuldigen Sie bitte, но мне нужно срочно бежать. У меня через полчаса встреча одноклассников. Все, спасибо. Auf Wiedersehen.